Эту историю ненавижу. Я старалась о ней не думать много лет. Господи, бедная. А ты знаешь, а вот я люблю, когда сзади яйца так... Поняла, что я одна такая. Мне пришлось это сделать. Он говорит, нет, у нас так не получится. Мне нужно, чтобы мы записали с вами пробы, и вот вы непременно должны быть голые. Это потому, что ты шлюха? То есть это месть такая? У нас вот этот харассмент, он врос корнями как бы в нашу культуру и считается абсолютно нормальным. Слушай, Алис, ну ты должна на самом деле немножко рассказать о себе, потому что, ну, кому не скажешь, все, кто тебя знает, Алиса Вокс, ну это же девушка, которая была в Ленинграде, это же... Матом ругается. Да, это же такая оторва, стерва. Я сейчас на тебя просто смотрю, ты такая милая, в платьишке. Мы сейчас с тобой как бы поболтали за кадром, ну ты не такая. Во-первых, да, там я белая пушистая. Это прозвучит как бы банально и очень избито, но все-таки так это и есть. До Ленинграда чем я занималась? Я, на самом деле, очень рано начала работать. Работала и кладовщиком, и логистом, экспедитором, бухгалтером, продавцом, кассиром, администратором ресторана. Я очень много чего умею. То есть я не то, что какая-то фифочка, которая там рафинированная. Ну, как тебя многие представляют. Наверное, да. И при этом, при всем, я очень застенчивый человек. То есть если ко мне подойти на улице, спросить, который час, или попросить сфотографироваться, я краснею. Я мучительно краснею, начинаю задыхаться. Потом минуты 2 мне надо приходить в себя, потом, конечно, да, давайте сфотографируемся. А когда я выхожу на сцену, вот так вот, по щелчку я становлюсь Алисой Вокс, которая может все. Она в экстазе катается на сцене, она выходит в каких-то полуголых костюмах, в каких-то перьях, там, лаковых ботфортах. В жизни я надеваю какой-нибудь оверсайзный спортивный костюм H&M, там, не знаю. Ты человек творческой профессии, да, тема у нас сегодня такое домогательство, приставание, харассмент. Вообще, в твоем понимании в России что такое харассмент? К сожалению, в России харассмент считается в порядке вещей. То есть, когда кто-то подвергается домогательству или каким-то пошлым, похабным шуткам, или каким-то там непристойным действиям, как там шлепок по заднице, это считается, ну ты радоваться должна, эти мужики оказывают внимание, то есть ты там что, было бы страшно, никто бы на тебя внимания не обращал, вот тогда бы ты по-другому заговорила. Поэтому, к сожалению, в России харассмент – это что-то не из ряда вон выходящее, а что-то даже в какой-то степени хорошее с точки зрения людей, особенно мужчин. А тебя кто-нибудь предупреждал вообще Нет. о суровом мире? Вообще никак? Никогда в жизни. Ладно, хорошо, когда первый раз столкнулась? Вот прям первый раз. Даже не знаю, рассказывать или нет. Рассказывай. Это жесткая история. Это жесткая история, я эту историю ненавижу, я старалась о ней не думать много лет, я о ней даже забыла на какое-то время. И так интересно, что я забыла настолько, что я забыла, что я вообще принимала участие в этом творческом проекте. Был у нас на 5 канале такой детский сериал «ОБЖ» назывался. И в нем снимались, в общем-то, все молодые творческие ребята Санкт-Петербурга. Так или иначе, через ОБЖ прошли все. И вот мне было 17 лет, меня позвали там еще пару эпизодов сняться, потому что я очень молодо выглядела в 17 лет, а сериал, он про школьников. Поэтому в 17 я выглядела где-то на 12-13, вот так вот, и еще с этими вот щеками, бэби-фейс этот. То есть, ну, ребенок. И самое интересное, что в отличие от современных детей, у меня и сознание было детское совершенно. То есть для меня взрослые мужчины не представляли никакой опасности, потому что они наставники, это педагоги, это какие-то уважаемые члены общества. То есть никакой угрозы, исходящей от них, я подвоха никакого от них не ждала. И так вышло, что главный режиссер пригласил меня на дачу. Ну, не то, что меня прям, да, Алиса, приезжай, поехали со мной на дачу. Нет, не так это было. Это было так, при маме,
Он сказал: слушайте, а давайте вот мы поедем все вместе на выходные на дачу. Вот поедет Антон, там наш сценарист, Яна, его девушка поедет, там я поеду. Точнее, он сказал Яна, а я подумала, что он про свою жену Яну говорил. Вот Яна поедет, там я поеду. Давайте Алиса тоже с нами поедет. Сколько этому мужику было лет? 42, наверное, 43. Ну, то есть такой он уже. Не мальчик. Не мальчик. И женат. Женат. Как его зовут? Обязательно это говорить? Ну, желательно. Его зовут Максим Демченко. Я думаю, девочки, которые знают это имя, знают и такие истории. Ну, моя мама была своеобразным человеком, я об этом рассказывала там в нескольких передачах. И для нее какой-то вот что режиссер там позвал куда-то там провести время, это же шанс, это же все, она сейчас станет моей дочь звездой. А мама очень такая тщеславная была в этом плане, то есть вот что угодно, лишь бы дочь стала звездой, но не для того, чтобы мне было хорошо, а чтобы ей было хорошо. Вот ей хотелось реализоваться за счет меня таким образом. Но она в тот момент же не подозревала, что что-то может быть? Я не понимаю, как можно было не подозревать. Ты взрослая женщина с огромным половым опытом, да, у тебя ребенок, в конце концов. Как ты можешь не подозревать? В общем, закончилось все довольно плачевно. Я оказалась на даче, я поняла, что Яна, это не имелось в виду жена, а имелась в виду девушка-сценариста Яна. Но даже тогда я еще ничего не заподозрила. Я просто даже не знала, что такое может быть. Для меня дача – это что? Это речка, мячик, шашлык, песни под гитару, костер, пожарить хлебушек на костре. Ну и все разбрелись по своим комнатам, легли спать. Ну, закончилось все тем, что этот человек, в общем, придушивая меня подушкой, заставил меня удовлетворять его вручную. Это было ужасно. То есть он к тебе поднялся в комнату, взял подушку и начал тебя душить? Он не поднялся, он как бы, провожая меня в комнату, он, в общем, оказалось, что он лег рядом и говорит: ну ты же можешь меня приласкать. Это, блин, было так отвратительно. И опять вот это ощущение скованности, опять это ощущение ужаса и безысходности. Ну куда ты ночью с дачи побежишь? Ну как? Ну, что ты будешь делать? Тебе пришлось это сделать? Мне пришлось это сделать. Ну, конечно, он хотел большего, конечно, но я сказала: слушай, я девственница, пожалуйста, там не надо. Я бы хотела, чтобы мой первый раз произошел все-таки немножко более какой-то другой нормальной атмосфере. Для меня это было жутким потрясением. Настолько, что я потом, даже составляя свое резюме какие-то там, перечисляя какие-то свои заслуги, участие в каких-то творческих проектах, у меня напрочь выпало, что я снималась в этом сериале. Напрочь. Что было это той ночью? Ты осталась сама с собой, да? Ты утром сразу уехала? Нет, он напился, он лежал рядом, он спал. Он остался с тобой еще да. ночью? Господи, бедная. И я просто лежала вот так по струнке вдоль стены, и я не спала вообще. Утром он вел себя, как ни в чем не бывало, просто как будто ничего не произошло. И где-то через месяц, наверное, он мне прислал смс-ку: Алиска, ты классная, давай встречаться. Мне было, подчеркну, 17 лет. И выглядела ты на 13. И выглядела я на 12-13. Разговаривала со своими коллегами, девочками по сериалу, и узнала, что он, в принципе, очень любил потрогать девочек, приобнять как-то, зажать, поцеловать. То есть, и девочки к этому относились, вот такой человек, что поделать. А ты маме рассказала? Нет. До самой ее смерти я ей не рассказала. Я не смогла. А кому-нибудь? Я рассказала относительно недавно своему папе. Что он сказал? А что он мог сказать? Но в тот момент тебе ни с кем не хотелось еще хотя бы рядом. Может, с подругой поделиться? Ты такое несла в себе все это время. Это ужасно. Это то, что ты хочешь просто спрятать и забыть.
Ни в коем случае никогда никому об этом не говорить. Просто спрятать и забыть об этом. Просто вот этого нет. Этого нет, это было не со мной, этого не было, что угодно, только не думать об этом. Блин, ну это жестко, конечно. А ты потом участвовала в этом сериале? Нет. То есть после этой истории ты сразу ушла? Да. Я профессионально занимаюсь единоборствами. То есть выступаю и по боксу, и по ММА, и по грэпплингу, и по бразильскому джиу-джитсу. То есть все единоборства, которые взять, и ударные, и борцовские, ими занимаюсь. Активно выступаю. Но на самом деле, я думала, что к таким девушкам не пристают, которые занимаются борьбой. К сожалению, занимаясь такими видами, да, нужно понимать, что это постоянно мужской коллектив. То есть постоянно я нахожусь в достаточно плотном, тесном контакте с мужчинами, и здесь уже все зависит от рамок дозволенности. К сожалению, многие этого не понимают или не хотят понимать, из-за этого получаются проблемы. На самом деле ничего не предвещало кошмарные события. Вот я только именно такое слово могу подобрать – кошмарные. Потому что я этого не ожидала, и, к сожалению, это я запомню на всю жизнь, потому что это реальный шрам на моей ноге с одной стороны, с другой стороны. Начнем по порядку. Да? То есть полным-полно есть мальчиков, мужчин, парней, которые уделяют какие-то знаки внимания. Но чаще всего бывает, пару раз скажешь или кого-то попросишь за тебя поговорить, он перестает это делать. Но в этой ситуации было не так. То есть неоднократно при моем походе в свою раздевалку, он в свою раздевалку, то есть там один же коридор, правильно, в зале, мы сталкивались, он ко мне: пойдем сюда сходим, пойдем туда. Я говорю: не-не-не. Я говорю: слушай, если мы в зале с тобой пересекаемся, это ничего не значит. Вот. Он не унимался. Когда были перерывы между раундами или когда мы одевали экипировку, он отпускал какие-то шуточки про меня. Например? Ну, такие нехорошие, крайне нелицеприятные, не буду их даже озвучивать. Но они какие-то сексуального подтекста или? Да, да. И вот я готовилась в прошлом ноябре к соревнованиям, к чемпионату России. Тренер поставил меня с ним в пару. Я говорю: может быть, не надо? Он говорит: нет, давай. Я говорю: только осторожно. Я говорю: я готовлюсь к соревнованиям, мне сейчас травмы не нужны. Он говорит: ну, ты его предупреди, когда вы встанете вместе, еще раз, чтобы он был поосторожнее. Я говорю: и ты предупреди. Он говорит: я уже предупредил. Проходит буквально 3 секунды от начала нашей схватки, тренировочной, это не соревнование. И за эти 3 секунды этот человек умудрился сломать мне ногу так, как не ломают даже в бою. Соответственно, у меня 2 шва в ноге, стоит куча титана. У меня за 1,5 месяца в прошлом году было 2 операции. Мне еще следующей весной предстоит операция. Да, я вылетела полностью из тренировочного режима, тем более из выступательного. Сколько я училась ходить, это я вообще молчу. А как он после этого себя повел? Он никак не повел. Но даже извини не было. Как вот так вот. То есть это месть такая? Я считаю, да, потому что я в спорте не первый день. Я вставала и с крупными мужчинами, и с более сильными мужчинами, с какими только не вставала, и в каких только соревнованиях не участвовала. Но чтобы такая травма произошла на ровном месте, ну, это просто невозможно. То есть я думаю, это было умышленно, специально, потому что он не получил того, чего хотел. Я так понимаю, что кто-то знал, что это, скорее всего, месть. Кто-то пытался как-то решить этот вопрос, поговорить с ним, как-то вразумить. Или вот, ну, случилось и случилось. Я боюсь то, что с ним никто не разговаривал, потому что как только я ушла из этого зала, лежала в больнице, мне стали писать гневные сообщения, что я все подстроила сама, то, что я там сама очень сильно хотела с ним на этой тренировке, да, стоять в паре. Я говорю: вы что вообще? То есть люди, которые были за меня, они стали не за меня. И, конечно, ситуация мне хорошо продемонстрировала мое окружение, то, что не все люди выдают себя за тех, кем они являются на самом деле, потому что большинство людей поверило ему. Даже тренер мне написал то, что ты что там, ты, скорее всего, сама виновата. А как это ты могла быть сама виновата, если тебя поставили с ним в пару и тебе сломали ногу? Вот у меня такой же точно вопрос, как я могу сама быть виновата.
Ты актриса. И я так понимаю, что ты попала в очень неприятную ситуацию, о которой рассказала, собственно, Мария, тоже актриса, про режиссера, правда, не очень известного, Белькова, который пристает к девушкам на кастинге. И у тебя история была похожа. Скажи, пожалуйста, что произошло на этом кастинге? Ну, начнем с того, что это было в 2016 году, да, то есть 4 года назад он уже делал все то же самое. На почте я уже вижу, да, что Ева, пожалуйста, приходите в такое-то время, Дом-музей Щепкина у нас локация, да, в общем-то, вызывающая доверие. Вот сценарий, такие-то сцены, пожалуйста, подготовьте, ваша героиня такая-то, да, то есть ничего не вызывает подозрений. Сам сценарий ты открываешь, он оформлен в ВГИК-дебют, да, вот все по правилам ВГИКа, я часто работаю со студентами, то есть я знаю, как требует ВГИК оформлять, ничего не вызывает подозрений. И в сценарии присутствуют обнаженные сцены, что, в общем-то, тоже, да, не то чтобы какая-то большая редкость в наше время. Я прихожу, действительно, никого уже нет в этом доме музея Щепкина, какой-то там ночной сотрудник, он говорит, ну вот в подвал спускайтесь, да, там вас ждут. И там меня встречает Родион. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, давайте мы с вами там поиграем. Я говорю, да, пожалуйста. Он говорит, ну, только вам нужно раздеться. Я говорю, зачем? Он говорит, ну как же, вы же понимаете, да, у нас с вами обнаженная сцена. И говорю, да, давайте, хорошо, если очень нужно, я могу, да, снять верх, потому что снизу мы все, в общем-то, вполне одинаковые. На что он сказал, да, так вы не скажите. Я говорю, ну нет, да, чувак, я все-таки думаю, что снизу ты представляешь себе, что там, да, а сверху я сниму, если ты выключишь камеру. Вот, он выключает камеру, говорит, ну хорошо, давайте. Я снимаю верх, и он мне начинает кидать текст, реплики. Я думаю, ну ладно, да, такой странный режиссер. Думаю, ну хорошо, начинаю это все играть. Думаю, ну пока камеры нет, да, собственно, что я теряю? Надо поиграть, мы же как воспитаны. Мы воспитаны, что пока тебе не сказали стоп, ты играешь, что бы ни происходило. И мы воспитаны так, что на пробах тебя могут как-то провоцировать. Режиссеру интересна твоя реакция, он может выдавать что-то неожиданное, да, вы должны быть гибкими и реагировать. Вот, и я начинаю играть, смотрю, он включает камеру и начинает поднимать руку с этой камеры. Я говорю, опустите камеру, мы не снимаем. Я потом оденусь, мы снимем. Он говорит, ну да, просто так хорошо идет. Я говорю, не-не-не, я вам потом точно так же сыграю, да, но уже в одежде. Вот, он вроде раз опустил, продолжаем, он второй раз поднимает. Я второй раз, да, уже говорю, опустите камеру, я сейчас оденусь и уйду вообще. Вот. И на третий раз, когда он поднимает камеру, я говорю, знаете что, я думаю, что вы теперь выучили, как выглядит моя грудь, давайте я одеваюсь, и мы с вами это сыграем, а то я вижу, вам уже не терпится записать материал для проб. Он говорит, нет, у нас так не получится. Мне нужно, чтобы мы записали с вами пробы, и вот вы непременно должны быть голые. Я говорю, нет, я не буду непонятно куда, да, на пробах, я вас не знаю, я все-таки не готова. Ну, тогда ничего не получится, да, значит, вы, в принципе, не готовы к этой профессии. Я говорю, ну, я пойду тогда, да, уходите. И вот я начинаю одеваться, и он садится, смотрит в одну точку и начинает очень страшно сопеть. То есть это было вот, когда у меня припадок гнева, я могу себе представить, да, вот, что вот я одевалась просто это как гнев или мышка. возбуждение? Я думаю, что это гнев все-таки было, а не возбуждение, потому что, ну, вот именно по ощущениям, да, вот напряжение, когда воздух можно резать, да, это было страшно. Вообще для проб, вот, для актеров, это в порядке вещей, что их могут попросить раздеться? Это может быть, если это предусмотрено, особенно в сценарии. Но это должен быть какой-то определенный фильм? Или если там только одна обнаженная сцена, тогда это тоже может произойти? В принципе, это нормальная просьба, потому что, ну, опять же, да, может быть, нужен будет дублер, может быть, еще что-то. Им было бы неплохо понимать, с чем им работать. То есть, да, такое может произойти. В целом это нормально. Это, ну, в принципе, это нормально, да. Потому что просто я, когда ознакомилась с этой темой, я читала, что, наоборот, актрисы говорят, нет, для проб это ненормально, не просят раздеваться, это прям сразу нужно было бежать, сломя голову. И только те актрисы, которые вот этого не понимают и прям хватаются за любую возможность, они вот, наверное, на это пошли. Это так или не так? Ну вот у меня были пробы и в хорошие проекты, да, то есть последний это прям хороший сериал, вот о котором я рассказывала, который идет на старте, да, это вот где сейчас содержанки, бывшие, еще что-то, да, то есть это, ну, не Шарашкина контора, грубо говоря, но поскольку у них обнаженная сцена, да, они попросили меня, то есть не раздеться, да, но до белья, вот, сверху, и в этом не было вообще никаких проблем абсолютно, потому что... Они включали камеру? Нет, конечно, это без камеры. Если это фото, я говорю, то это был, ну, как бы
Это было белье, это было верх, и это они меня спросили, не могли бы вы, да, не могли бы мы вас сфотографировать, это нам для себя, и я понимала, да, что это хороший режиссер, хороший проект, в отличие, да, от случая с господином Бельковым, когда я не знаю, куда это пойдет, то тут видя... Кстати, по поводу Белькова. Его после всей этой истории сравнивают, легкий флер условного Харви Вайнштейна. Все-таки там был продюсер, который, не знаю, был, наверное, на верхушке Голливуда. Ну, и, вот мне кажется, это туда хотели актрисы попасть. разные Здесь ситуации. Бельков, да, сейчас все начинают копаться в его биографии, у него нет ничего яркого, то есть ни работ. Эксперты говорят, что в Википедии он чуть ли не сам про себя написал. Почему ты к нему пошла? Ну, во-первых, актеры очень любят работать. Во-вторых, очень часто начинающие режиссеры, студенты делают какие-то интересные вещи. Именно в коротких метрах у актеров есть возможность, по-хорошему раскрыться и поиграть, поработать. Слушай, смотри, прошло 4 года. Да. Почему только сейчас? Почему после сообщений Марии в Фейсбуке поднялась такая волна? Для меня это загадка, потому что несколько раз в год я натыкалась, да, вот именно на такие истории, именно от девушек, которые выходили от Белькова, и каждый раз... Причем мне казалось, что его уже все знают, потому что каждый раз... раньше ты уже начала про это узнавать? Еще до Марии? Я периодически, да, конечно, но вот я как в 16-м я первый раз наткнулась через несколько месяцев, да, поняла, что я была права, и с тех пор вот несколько раз в год, да, какая-то актриса пишет, что, ой, девочки, я была на таких странных пробах, подскажите, нормально ли это? И все обычно, это местный извращенец, его все знают, так 2 дня помусолили и забыли. Возможно, дело в том, что он как-то совсем обнаглел, потому что вот меня он не блокировал, да, как бы. Я спокойно сказала, нет, мне это не подходит, да, оделась, вышла, что я потеряла немного человеческого достоинства, что кто-то видел мои сиськи и как бы не имея со мной никаких отношений. Насколько я поняла, в случае с Марией, да, это было именно, что он заблокировал выход, да, и уже попытался ее каким-то образом там удерживать. Слушай, ты крутишься в актерских кругах, да? И он действительно прям выглядит такой прям паршивой овцой вот в этом стадии, либо все равно это все присутствует в актерской, как бы, вот этой поляне? Неужели все такие святые, вот он один такой плохой? У меня, например, была ужасная ситуация, ужасная история, просто ужасная. Самое ужасное, что было со мной на съемках, это я прихожу на площадку, и у меня первая сцена, мне надо играть, что мы там целуемся с молодым человеком, и, значит, это не мой молодой человек, и вот приходит его девушка, и ах ты паршивка, да, и вот у нас разборки. По сценарию? Да, по сценарию это все происходит, и на мне, значит, поскольку я коварная разлучница, у меня вот, значит, все наружу, платье прекрасное, и я и так, мне так некомфортно, я хожу всего одергиваю, мне же надо еще дожить до этого кадра, мне так неуютно. И партнер ходит такой, я думаю, фу. Ко мне подходит звукооператор вешать мне петличку, поскольку платье открытое, это делается на ногу. И в тот момент, когда он у меня рядом с трусами, да, грубо говоря, цепляет вот этот пульт, он мне говорит, это было первое, что он мне сказал, ни здрасте, ничего не было. Он говорит, а ты знаешь, вот я люблю, когда сзади яйца так... 9 утра, мне сейчас играть, да, вот и я не знаю, что ему ответить. Я не знаю, что ему ответить, потому что у меня в этот момент отвисает челюсть, и ты не знаешь, что делать, потому что это застает тебя в такой расплох. То есть ты пытаешься как-то в этот момент все сгладить. Вот тебе кажется, что у нас как раз женщины отшучиваются постоянно? Пытаются в каждой такой неловкой ситуации отшутиться. Именно вот это вот самое паршивое, что ты настолько не готова в тот момент, когда ты работаешь к таким историям, ты не защищена абсолютно, потому что ты не готовилась, да, грубо говоря, в баре с подружками я готова, что ко мне может кто-то пристать, и я готова, если что, поставить на место, ответить. А тут, вот это вот самое неприятное. Вы отыграли эту сцену? Да, мы отыграли эту сцену, и мы отыграли, в принципе, этот день, да, хотя я помню, что в тот момент, когда это произошло, там оставалось еще какое-то время, пока они выставлялись, я вышла на балкон, я позвонила папе, я стою вот так, я говорю, скажи мне что-нибудь, потому что вот такое произошло, и вот честно, я хочу прям взять и уйти, но я не могу взять и уйти, потому что, да, во-первых, я на работе, да, во-вторых, что такое, если артист уйдет с площадки, это сорванный съемочный день.
И, в общем-то, в контексте этого ты думаешь, ну что, я из-за такой фигни буду съемочный день срывать? То есть ты думаешь, что это фигня? Ну вот в этот момент, нет, так это не фигня, но в момент того, да, что тебя спросят, а почему вы взяли, да, и уехали с площадки, да, и, получается, все сейчас потеряют большие деньги, а ты скажешь, ну, вы знаете, оператор, звукорежиссер только что сказал мне такую гадость. Ну вот как-то уж ты думаешь, ладно, я просто сейчас буду профессионалом, все это отключу, соберусь, выполню свою работу, уеду домой и забуду это как страшный сон. Ну вот я не знаю, почему я тогда так поступила. И я не знаю, да, насколько это было правильно или неправильно, что мы с ним поговорим, да, и ему действительно скажут, Леша, а так как нехорошо, да, никогда больше так не делай. Он скажет, да ладно, ну и что, он чему-то научится. Ну, то есть мы пока еще не дошли до того времени, когда какие-то, не знаю, санкции в отношении таких людей поступят жестко. Ну вот у нас, например, да, хотя бы увольнение за то, что ну смотри, режиссер, да, вот он вроде один из самых главных людей на площадке, да, не считая продюсера. Опять же, случай у моей знакомой. Чуть ли не на том же самом проекте другая серия. У нее, значит, мизансцена, ей надо встать у окна, опереться на подоконник и смотреть в окошко. Да, все хорошо, все хорошо. И в тот момент, когда репетиция с камерой, она подходит к окну, встает сзади, подходит режиссер, обхватывает ее и начинает делать вот режиссер. Не звукооператор, не актер, не проходящий мимо статист, не администратор, режиссер, с которым ей работать еще несколько дней. Ну вот если режиссер себе такое позволяет, ты к кому будешь обращаться? Что это за сериал? Я не буду говорить. А почему ты не хочешь про него говорить? Ну, потому что я не хочу. Потому что на этом же проекте просто в других группах, да, там, поскольку все это вот так вот массово работает, и мои знакомые люди, и я не хочу, чтобы это их коснулось. Все-таки пока стоит про это молчать. Ну вот, рассказать как прецедент ситуации, но не говорить, кто это, что это, где это. Сейчас взять и обвинить целый проект, да, Нет, чтобы почему сказать? там Вот на таком-то припесочили проекте всех. есть такие прецеденты. Может быть, наоборот, это подействовало, что, возможно, руководители этого проекта достаточно умные люди, и наоборот, они начнут какие-то проверки. А если нам до сих пор кажется, что это разрушит какую-то большую систему, то, может быть, ничего не изменится, если мы не продолжим говорить более... У меня была возможность пообщаться с людьми, ну, потом уже, да, это случайно абсолютно получилось, которые тоже связаны с этим проектом, да, но уровнем повыше, чем звукооператор. Им я тоже рассказывала эту ситуацию, они сказали, спасибо, мы учтем. Даже я, не особо близкая к этой всей истории, всегда слышала про актрис, что им говорят, особенно начинающим, хочешь быть актрисой, должна быть готова спать с режиссером. Ты, наверное, тоже это слышала. Я это слышала, но как логичный человек, мне кажется, что это все-таки... Я не уверена, что это правда, потому что если мы говорим про хорошее кино, а в него вкладываются хорошие деньги, и поставить туда актрису, которая ничего не может сыграть, зато прекрасно умеет спать с режиссерами, это значит просто подвести все кино, да? И оно не окупится, не принесет денег. Нет, это, ну вот мне, это, знаешь, мы иногда шутим, но это, конечно, такая шутка, что вот во времена новой этики, возможно, не надо так шутить, кто бы мне предложил. Я же без личной жизни. Нет, ну на самом деле, по-хорошему, нет, не предлагали. Вот ни разу такого не было, что, Ева, вы знаете, вот вы очень подходите под вот роль Марии, да, это главная роль, ну вот надо только... Нет, ни разу такого не было, я с таким не сталкивалась. Дело в том, что я училась то ли на втором, то ли на третьем курсе ГИТИСа продюсерского факультета, и нам нужно было пройти практику. А так как я училась на заочном, нас как бы не отправляли туда на практику, но мне захотелось пройти ее самой и захотелось попробовать поработать, так скажем, на нормальной работе, да, в офисе. И также набраться опыта администрирования в театральной сфере. И я нашла на HeadHunter вакансию секретаря директора театра Виктюка, и пришла на собеседование. Как проходило собеседование? И кто его проводил, кстати? Да, проводил собеседование, собственно, директор театра Валерий Райков, также был его помощник Азат.
Собеседование проходило вполне себе доброжелательно сначала, потом меня начали смущать некоторые вопросы. Есть ли у меня муж, есть ли у меня парень? Если нет, то это очень хорошо, потому что это будет мешать работе. Я так, творческие люди, он так просто шутит, я думала, но смутил меня этот вопрос. Далее мне сказали, что я буду задерживаться на работе, и как я к этому отношусь. Так как я очень хотела там поработать, я сказала, ничего страшного, я готова ради искусства, ради театра на все. Собственно, и таким образом мне позвонили через несколько дней, сказали, что я могу выходить на работу. То есть уже на уровне собеседования были уже предпосылки какие-то? Да, вы знаете, мне показалось странным, что директор, когда собеседует секретаря, спрашивает ее так усердно о личной жизни. Скажи мне, пожалуйста, с момента, когда ты пришла уже на собеседование, как ты одевалась? Потому что обычно у нас в обществе претензии, что девушка как-то неправильно одевается, сразу дает знак, что можно действовать. Как ты была одета? Я прекрасно понимаю, какие стигмы следует за собой эта должность, да, то есть что, секретарь, понятно. Поэтому я сразу одевалась скромно достаточно, да, то есть очень по-деловому, но вначале я себе позволяла юбки-карандаши, и потом, когда уже я начала замечать излишнее внимание со стороны своего руководителя, я просто стала одеваться совершенно по-другому. Водолазки, все закрыто, ничего не обтягивающее, да, какие-то длинные юбки, брюки широкие. Я стала одеваться гораздо скромнее. А на собеседовании? На собеседовании, я вообще никогда, в принципе, не одеваюсь вызывающе, то есть у меня нет такого. Но мне казалось, что я достаточно по-деловому скромно одета. Коротких юбок не было? Нет. И декольте? Нет. Хорошо. Что было потом? Вот ты начала работать. Я начала работать. Примерно я не буду врать по срокам, потому что это было давно, но примерно через 4-5 дней начались в мою сторону комплименты. Ой, как ты хорошо выглядишь, ой, ты молодец здесь, ты молодец там. Я это воспринимала исключительно как начальник мой меня хвалит, я справляюсь с работой, здорово, классно. Да? Я вообще сначала не замечала никакого флирта. Потом это стало все чаще и чаще, и потом как-то я надела туфли на каблуке на высоком, и он сказал, надевай всегда каблук высокий, мне очень нравится. И я такая, что? Для меня было это очень неловкая ситуация, да, и затем начались вот эти истории про задержки на работе, да, то есть ты уйдешь, когда я уйду, останься подольше, хотя у меня не было уже работы, я просто сидела и ждала, да, пока закончит директор свои дела. Потом начались такие истории, например, я несу кофе, и он мне говорит, ой, ты несешь кофе просто божественно, можешь еще раз выйти и зайти. То есть начался откровенный флирт. А ты выходила и заходила? Нет, я просто смущалась, я смеялась, старалась быть приветливой. То есть сначала я не показывала, что мне это неприятно, хотя, конечно, я понимала, к чему все идет. Вот, кстати, извини, что прибиваю, а где грань этого флирта, вот на твой взгляд? С какого момента начинается уже не флирт? Такой неприятный. Вы знаете, на самом деле многим женщинам, девушкам в нашей стране очень сложно различить флирт от навязчивых приставаний. И когда уже происходят какие-то навязчивые приставания, девушка все еще думает, что с ней флиртует. То есть у нас это заложено в культуре, начиная с детского сада, когда мальчик тебя дергает за косичку, и это кажется такой неумело проявленной симпатией. И здесь также, то есть я, в принципе, да, уже было понятно, что это уже своего рода приставание, да, то есть потому что не соблюдается субординация, потому что мне делают комплименты не как сотруднику, выполняющему свою работу, а как красивой женщине. И это уже был сигнал. Но, соответственно, так как есть страх, есть стыд, да, есть страх потерять работу, конечно же, моя психика будет все это пытаться как-то заместить тем, что это какие-то просто
комплименты, и просто у нас дружеские хорошие отношения, да, то есть это я всяческие защитные механизмы здесь срабатывают. То есть ты себя убеждала или договаривалась, просто чтобы как-то выдержать этот натиск? Ну, я, наверное, договаривалась скорее. То есть я прекрасно все понимала, да, что он там делает, что он ко мне подкатывает, что он делает комплименты, что он там смотрит на меня, да, там. И, конечно, я понимала, но я просто не знала, что это может зайти далеко дальше, да. То есть я думала, что все останется на этом уровне, и если он чуть-чуть надавит на меня, я просто жестко скажу «нет», да, я как бы заявлю о своей позиции, и он перестанет. Вот я рассчитывала на такой вариант развития событий. Угу. Ну и что было дальше? Что было дальше? Дальше была такая ситуация, что в очередной раз меня задержали на работе, но мне нужно было ехать на другую работу. И я пришла отпрашиваться с работы. На что он сказал: да, конечно, иди, ты все сделала. А потом сказал: подожди. Ну и так схватил меня за плечи, притянул меня к себе и в губы поцеловать попытался. Ну прям так достаточно сильно. Я его оттолкнула, спросила: Валерий Николаевич, что вы делаете? Вы что делаете? Он говорит: а что такого? Я говорю: в смысле? Я вас прошу, пожалуйста, никогда так больше не делать, мне неприятно. Он мне говорит: почему? Я говорю: потому что вы не соблюдаете субординацию, я ваш работник, вы мой... То есть я ему начала объяснять какие-то очевидные совершенно вещи. А он просто посмеялся и сказал: да ладно, в этом ничего такого нет. И как бы, я просто вышла и на следующий день написала заявление по собственному. То есть ты прям сразу решила уйти? Конечно, конечно, когда такое происходит, вы что? Такое замаскированное психологическое насилие, да, когда как бы, смешанное еще и с каким-то газлайтингом, да, то есть я себя чувствовала, что я права, я не права, он шутит или он не шутит, или, может быть, не остаться, или я, может быть, не права, что я ушла, может, надо было с ним подружиться. То есть именно это происходит в сознании жертвы, да, когда в таких ситуациях. А ты кому-то в театре рассказала? Конечно. Я вообще не такой человек, который что-то скрывает, и что мне за что-то стыдно, да, там я уже проживала насилие в своей жизни, да, и как бы, у меня нет проблемы об этом говорить, мне не страшно, мне все равно. Был такой опыт. Это именно нападение или что? Нет, это было скорее как девушка, которая обвиняла Валерия Николаевича, что он ее там напоил, она была не в состоянии двигаться, и он ей воспользовался. Такая же была информация в СМИ об этой девушке. Она тоже работала секретарем или просто в театре? Насколько я знаю и насколько я прочитала, что он под предлогом занести какие-то документы позвал ее к себе домой. Она пришла домой, он предложил ей выпить бокал вина. Ей было неудобно, видимо, отказать. Она выпила бокал вина. Дальше я не знаю, сколько она выпила, что она выпила, подмешал он ей что-либо, нет. Но как свидетельствует девушка, что она отключилась, он ее изнасиловал. И она вышла, зафиксировали следы изнасилования правоохранительные органы, и она подала заявление. Но, как мы видим сейчас, прошло 3 месяца, ситуация замялась, дело, по сути, наверное, закрыто, я не знаю. И вот у меня была подобная история, да, причем человек, которого я знала, да, то есть и, конечно же, это было насилие, потому что я говорила нет, а человек все равно продолжал это делать. И поэтому... Я не знаю, для него это был какой-то, наверное, спектакль, потому что он прекрасно понимал, что он делает, он знал, чем он пользуется, у него была власть, он знал, что он с этого места никуда не уйдет, что девочки ничего не скажут, он специально искал помоложе, понаивнее, студенточек, там 20-21 год, это я просто была постарше, мне было там 26. После того, как я выложила все эти обращения со своей историей, мне написало еще 3 или 4 девушки, которые работали и до, и после, и которые меня поблагодарили, сказали мне спасибо и поделились своими историями. И я была, честно сказать, просто в шоке. Что об этом все знали, весь театр знал. Весь театр знал, все молчали, все а что они сделают, что они будут говорить? Конечно, если они откроют рот, их уволят. Я вообще считаю, что у нас из-за отсутствия какого-то сексуального воспитания и просвещения в России у нас этот харассмент, он врос корнями в нашу культуру и считается абсолютно нормальным, и мало того, что поощряется.
Ну, то, что, ну, как бы, ну, в этом нет, но это же классно, что к тебе пристают. Значит, ты красивая, значит, ты сможешь взять самца и построить семью. Типа, радуйся, пристает к тебе, радуйся. Вот у нас это так, поэтому вот эта реакция людей, что типа, он к тебе приставал, вот козел. Ну, мне было как бы это ясно, что как бы люди не будут, что такое, расскажи, не пойдут в суд и так далее, не будут свидетельствовать, да. И поэтому я не удивилась, знаете, такой реакции. Почему ты только через 4 года опубликовала? Вы знаете, я же продолжала учиться в ГИТИСе, и мне нужна была помощь по учебе. И он мне как-то, когда я еще увольнялась, да, и когда я говорила, что мне там кое-что нужно, там какие-то документы, бумаги про ваш театр, он мне их дал, прям когда я увольнялась. И он мне сказал, что я знаю хорошо вашего нового ректора, как бы очень хорошо. То есть он мне дал понять, что он его знает. Я это восприняла как ага. То есть он мне дает понять, что если я расскажу кому-то, если я это куда-то дальше опубликую, то меня может отчислить из ГИТИСа. Конечно же, я не знала, насколько порядочный человек наш новый ректор, Заславский, да, и что я могла реально ему об этом рассказать, и никто бы ничего меня ниоткуда не отчислил, да, то есть, но страх, это страх. Мне хотелось закончить ГИТИС, да, и, соответственно, я молчала, никому не говорила, ну и как бы ничего особенного не было. Ну да, попытался он меня поцеловать, ну, я что сделала? Стала это терпеть? Нет, я встала и ушла. Почему ты обнародовала? А потому что я закончила ГИТИС, да, и поняла, что мне уже не может ничего угрожать, и я прям пишу своему одногруппнику, вот, знаешь, говорю, я, наверное, расскажу. Он такой, ну зачем тебе это надо? Уже 4 года прошло, ну типа, зачем? Я говорю, а вот чтобы знали люди, чтобы не шли туда девочки работать. Каково вот 4 года, например? Я понимаю, страшно, понимаю, там хочется закончить, но ты знаешь, что за эти 4 года какие-то девочки идут и попадают под влияние такого мужчины. Вот как здесь справиться с этими чувствами? Вы знаете, дело в том, что я думала, что я одна такая. Просто его переклинило, он захотел молоденькую секретаршу, да. Я даже не могла предположить, что это продолжается. Конечно, если бы я знала, что это случилось хотя бы с одной из этих девочек, конечно, я бы сразу об этом рассказала, и мне все равно было бы. Ну, в университете же тоже что-то было. Было. Давай, рассказывай. Ну, я к этой истории отношусь уже намного спокойнее, чем раньше. Декан факультета режиссуры массовых мероприятий, по-моему, и праздников Аскольд Аркадьевич Канович, значит, на вступительных экзаменах на его курс поставил мне 2 по вокалу. Это после того, как я занимала первые места на всероссийских конкурсах по вокалу. У меня 2. И, значит, меня, еще одну девочку, помощница вот этого, собственно, Аскольда Аркадьевича, вызывает и говорит, вот вы 2, типа, вот останьтесь, всем спасибо, все свободны, а вы 2 останьтесь, с вами хочет переговорить, значит, декан. Я думаю, ну, интересно, может, там платное образование предложит или еще что-то, или пересдать, или что-то как-то, ну, не знаю, что. И он меня, значит, вызывает, я пошла первая, он меня вызывает, сажает напротив себя. А морда такая отвратительная. Он просто, ну он такая жаба. Ну реально жаба. И вот он сидит, значит, в своей этой потной футболке, этот разгрузочный жилет, знаете, как у Вассермана с карманами, желтые эти очки, как у маньяков из фильмов 90-х годов. И вот он сидит, вот так вот развалился, и говорит, ну ты же понимаешь, что это никуда не годится, ты понимаешь, что ты провалила полностью экзамен, ну ты девчонка такая, типа, ничегошная. Вот я сейчас поеду на постановку в Тверь на полгода, и ты поедешь со мной. Ты будешь жить со мной на постановке в Твери, а потом мы приедем обратно в Питер, и я тебя сразу на 2 семестр зачислю. Подчеркну, мне было 17 лет, я была девственница. Это снова в 17 лет история. Да. Видимо, я тогда была очень привлекательна для этого, как сказать, контингента. Вот, или они считают, что школу закончила, значит, уже взрослая. Я не знаю, как они там думают. Но так или иначе, вот было такое предложение. Я даже... еще он спросил, а что думают твои родители? Я говорю, ну, в смысле? Он говорит, а почему они не здесь? Почему они не ходят там на поступление?
Я говорю, ну, потому что как-то я взрослый человек, сама поступаю, как-то, ну, ответственность сама проявляю. То есть ты самостоятельная девочка, да? Я говорю, ну, самостоятельная девочка. Все сама, да? Ну, поехали со мной на постановку в Тверь, раз ты все сама. Я тебе позвоню в четверг. Я да, позвоните в четверг. Я там, бочком вышла из кабинета, спряталась, там, телефон сразу заблокировала. Я буду на Ленфильме, и после этого мы с тобой поужинаем и поговорим. Ты об этом тоже никому не рассказала? Нет, вообще никому. Кстати, я первый раз об этом рассказала на пресс-конференции года 3 назад, наверное, 2. Но у тебя были такие мысли, не знаю, на протяжении всех этих историй, что, вот, я от этой истории ушла, но эти люди сидят на тех же самых должностях, в тех же самых местах, и среди них такие же молодые наивные девочки. Нет, всегда кажется, что это только с тобой произошло. Всегда кажется, что только с тобой это произошло. И всегда кажется, что это ты виновата. То есть даже в этих ситуациях ты думаешь, что ты виноват? Почему? Просто ощущение. Просто ощущение. И проще вообще об этом забыть, убежать, никогда об этом не вспоминать, никому не говорить. Может, об этом никто не узнает. Вот просто ты надеешься о том, что об этом никто не узнает. И они это знают. И они этим пользуются. Ну вот хорошо, ладно, ты уже столкнулась с несколькими историями. Ты идешь дальше по своему творческому пути. Ты уже начинаешь к чему-то готовиться? Или ты все еще живешь в этих бабочках? Нет. Для меня какая связь, извините, между микрофоном и писькой? Ну где она? Как мы из вертикали перешли в горизонталь? Ну как это произошло? В какой момент? Для меня на самом деле это чудовищно. Я понимаю, что это считается в каких-то актерских кругах, там, режиссерских, это считается нормой, но для меня это не может быть нормой. И когда мне говорят, а чего ты ждала? Ты знала, куда ты идешь, про тот же самый Ленинград, да, там, когда меня переклинило от того, что барабанщик при мне писал в бутылку, вместо того, чтобы дойти 15 метров до туалета. И мне говорят, ну что ты хотела? Чего я хотела? Я хотела, чтобы люди оставались людьми. Чтобы их собственные моральные устои, ну хотя бы не так сильно диаметрально противоположно расходились с общечеловеческими. Почему творческая профессия дает тебе карт-бланш, дает тебе монополию на насилие, на харассмент, на домогательство и на поведение скотины? А самое страшное, что к этим людям общество относится как к интеллектуальной элите и начинают прислушиваться на всяких телешоу к их мнению. Ребята, камон. Слушай, ну я так понимаю, ты говорила тогда, вот тоже в 2017 году, про вот Ленинград, там был этот флер, вот этот вот, который харассмент. Да, ну там все время вот эти сексистские шутки про подзалупный творожок, про то, что к микрофону надо быть настолько близко, чтобы воняло писей. Причем я спрашиваю, почему микрофон должен вонять писей? Ну, не в смысле вонять писей, а в смысле, что вот когда ты к писе близко, типа вот ты уже чувствуешь, как она воняет, вот так же близко ты должна быть к микрофону. Я говорю, почему пися-то воняет? Как бы я не понимаю, вы что, их не моете, что ли? Ох, и, значит, в порядке шалости в гримерках показывали всякие там фигуры из пениса и яиц. Это было все в порядке вещей. Мужики все переодевались вот так вот. Я видела гениталии практически всех участников группы. Каждый раз, когда я заводила разговоры про отдельную гримерку, мне говорили, ты что, не с коллективом? Ну ты что, отрываешься от коллектива? Ты что, зазвездилась? И когда вот этот вот последний эпизод, был еще эпизод, значит, нам зарплату раздавал директор. То есть после или до концерта он расфасовывал все кучками, значит, и звонил там или писал смс-ку, типа, зайдите в такой-то номер за зарплатой. И вот мне приходит смс-ка, надевай черное белье и поднимайся в номер такой-то, такой-то. Я сижу и думаю, приплыли. Вот как к этому относиться? А это шутка была. Шутка, смешно, ха-ха. И вот когда как раз этот финальный эпизод, который меня добил совершенно, барабанщик, который при мне в перерыве между сетами мочился в углу в моей гримерке, потому что она была рядом со сценой,
Это даже была не гримерка, это была каморка с проводами, то есть где хранятся всякие там чехлы, провода, эти удлинители какие-то, усилители, вот эта вся срань там лежит. И вот он, значит, взял бутылку и в углу стоит, в нее мочится. А я не поняла, почему ты не вышел на сцену, это не сделал. Я говорю, а что ж ты на сцене ты не помочился? Он говорит, ну как, там же люди, женщины. Я говорю, а я не человек? Я не женщина? Почему я хуже, чем те, кто в зале? Объясни мне, пожалуйста, чем я провинилась в этом мире, что ты при мне считаешь окей писать в бутылку? И самое страшное, что в этом конфликте коллектив поддержал не меня. Ко мне потом подошел директор и сказал, Лиз, слушай, ну ты лезешь со своим уставом в чужой монастырь. То есть простые нормы, правила, приличия, элементарного просто не быть свиньей, не ссать при женщине в бутылку, это, оказывается, мой устав. Это не общечеловеческие нормы, это мой устав, с которым я лезу в чужой монастырь. Тогда я поняла, вот в тот момент я поняла, что я конкретно не в своем монастыре. И вот тогда я поняла, что все, пожалуй, на этом я здесь работу заканчиваю. И я следующие 4 месяца готовилась к тому, чтобы об этом сказать Сергею. Слушай, ну когда ты туда пришла, скажи мне, какая там была обстановка? Ой, все такие дружелюбные были. Прям милые, белые, пушистые? Милые, максимально милые. Ну вот как они к тебе относились? Вот они что, во фраках при тебе ходили? Ну, нет, или- конечно, нет, но они там и шутки тоже, и все то же самое было. Все эти 3,5 года, все эти про подзалупный творожок. Но они были типа такие дружелюбные, типа, ну, Алисыч, там, ну, мы же команда, мы же там все на одном корабле. Вот, конечно, потом со временем они устали играть эту роль, и там немножечко маски-то послетали. Может быть, они думали, что они спутали твой образ с тобой? Ты не думаешь, что здесь пересечение произошло? Вот ты себя откровенно ведешь на сцене, да, там вот это раздевание. Может, они подумают, что ну так в порядке вещей, значит, Раздевание можно. это вообще была жуткая история. Совершенно жуткая. Сергей манипулятор страшный. Он очень умеет хорошо... Он такой, знаете, как сектовод настоящий, как глава секты. Он из Ленинграда сделал секту. Он всем внушал, мы команда, мы одно единое целое, один за всех, все за одного. Да вот если умирать, то всем вместе. Там. И все на это велись. Как мы можем заметить, да, как он всех шваркнул сейчас, киданул, оставил без копейки, как бы все это были пустые слова. Но только я это поняла раньше всех. А все типа такие, Алиса что-то вообще, ну дала, ну тупая, ну дура, мы же единое целое. Ни хрена. То есть я в Сереже распознала очень рано манипулятора. И вот та история с раздеванием, это была жесткая манипуляция. А я, как еще раз повторюсь, да, я реально была совершенно такой белый пушистый цветочек неопытный. И в моей жизни был один манипулятор всю жизнь, это мама. И я воспринимала манипулятивное поведение как хорошие отношения. Потому что у ребенка, к сожалению, так заложено. Для нас мать – это абсолютная любовь. Безусловная любовь. Соответственно, если мать тебя бьет, то ты потом будешь воспринимать битье как любовь. Если мать тебя контролирует, ты потом будешь контроль воспринимать как любовь. И вот у меня так и получилось. У меня всю жизнь был манипулятор мама, потом мама умерла, и так как-то органично манипулятором в моей жизни ее место занял Сережа. Сережа для меня был царь и бог, это был абсолют. А еще он так красиво себя повел на фоне того, вот как вернулась, значит, из декрета Юля, и она стала меня травить откровенно, а он так прям по-царски, по-рыцарски себя повел, там взял меня там под свою опеку, там вы все говно, Алиса молодец, там вы там типа ее травите, а вы там ее ногти не стоите и так далее. Ну я на это повелась. Я подумала, что все, я теперь по гроб жизни ему обязана за то, что вот он меня в этой ситуации защитил. А оказалось, что все это было для того, чтобы завести на меня крючки, чтобы я потом была его, как сказать, исполнителем. То есть он так сделает, или там бровью поведет, а я побежала уже все исполнять. И вот, значит, как получилась эта история. Принимали закон о запрете мата. Говорухин его пролоббировал. Вот. У Сергея случилась истерика. Мы были в Новосибирске, по-моему, тогда, или в Екатеринбурге. Он пил 3 дня. Он запер меня в своем номере, и 17 часов он мне полоскал мозги. Полоскал мозги на ту тему, что все, Алисыч, это конец.
сейчас мы все сдохнем от голода, ты понимаешь, что теперь все зависит только от тебя. Вот как ты себя поведешь, вот так вот победим мы или сдохнем. А я понимаю, что у мальчиков, у музыкантов, значит, жены, дети, любовницы, предыдущие жены, дети от предыдущих жен, дети от прошлых любовниц. И все, весь этот кагал надо содержать. Естественно, он говорит, вот там, не знаю, там, у Виталика родилась, там вот только ребенок родился, боже. Чем же он теперь будет его кормить? Алисыч, ты должна сейчас, эх. И вот на этом, вот этой дерьмовейшей, вот этот спич, на дерьмовейшей, дешевейшую манипуляцию я повелась просто как лохуха. Спасти мужчин грудью. Спасти, вот лечь грудью на амбразуру и сделать то, что прям вот я должна. Вот сейчас я должна пожертвовать собой. Вот он меня защитил тогда, и сейчас я должна, отплатить. Я должна пожертвовать собой. Меня Сережа даже в туалет не выпускал. 17 часов не выпускал меня в туалет. Схема у манипуляторов абсолютно одинаковая. Ведь это сработало. То есть в определенный момент он сказал мне, Алиса, вот сейчас это должно произойти. Ты сможешь? Я говорю, Он говорит, нет, если ты не сможешь, я пойму. И вот это опять трагическое, вот это вот лицо, и вот это, я понимаю, да, конечно, да. Не все такие сильные, да, я понимаю. Ты не можешь нести ответственность за всех. Ну что ж, погибать, так погибать. Ладно, я тебя не виню, что ты. Естественно, как я могу подвести своего фюрера, да? Я рыдала так, что у меня пропал голос. А он тебе что сказал? Ничего, он просто ушился после этого. И как ты потом? Очень было тяжело. Это был кошмар. Я похудела, я не ела, я рыдала. Мы очень сильно поругались с мужем. Это было логично. Я бы на его месте тоже, наверное, этого не поняла. Причем он мне сказал, ты бы меня хоть предупредила. Я бы тебе слова не сказал. А я ж не могла на 100% сказать. Сегодня я планирую раздеться. Я не планировала. Я не планировала никогда в жизни раздеваться на сцене. И после этого мне хотелось просто удалить все свои соцсети. Мне хотелось сдохнуть просто. Мне хотелось перестать существовать. Мне хотелось отмотать время назад. А Сережа во всех интервью говорил, я никого ничего не заставляла. Это ее решение. Как я могу заставить взрослую женщину, мне там было 25 лет, как я могу заставить взрослую женщину что-то сделать? Это только ее решение. А про то, что он подвел к этому решению, он, конечно, не сказал. Как? И мне очень нравится, я в каком-то интервью рассказывала эту историю. В комментариях пишут, преимущественно женщины пишут. Должна была соображать, не маленькая же, своя-то голова должна быть на плечах. Камон, а как люди в секты попадают? В секты попадают профессора, какие-то там люди с учеными степенями. В секты попадают космонавты, актеры, врачи. Взрослые люди со своей головой на плечах. И продают квартиры, продают почки, закладывают дома, берут кредиты. Как это все происходит? Взрослые люди с учеными степенями. Как? Вот так. Кстати, Шнур сейчас же в политику пошел. Тебе как этот поход крестовый? Я понимаю, что это совершенно не тот человек, которого я знала. Поэтому я никак не могу это прокомментировать вообще. Политики – это новые рок-звезды. Рок кончился, у нас. Из пандемии кончилось все это. Мир поменялся. Соответственно, он конъюнктурщик. Он это понял, видимо, чуть-чуть раньше. Задницей почувствовал чуть-чуть раньше других. Он всегда на полшага впереди. Всегда. Это хорошее качество. Для политика отлично. Для политика, для артиста это великолепное качество. Он всегда на полшага впереди. И пойдя, я думаю, в политику, он, как любой тщеславный человек, пошел за славой и деньгами. И сделать секту? И сделать секту. Потому что секта – это стопудняк. А он очень крутой сектовод. У него получится. Слушай, хорошо, я так понимаю, что в группе конкретного харассмента с приставаниями не было? Нет, всем было пофиг друг на друга.
Но у Ну и, тебя ну и никто не помогал чемодан нести. То есть настолько всем было и похеру. не харассмент, и не джентльмен. Слушай, Алис, вот вопрос. У тебя столько историй. Какого характера? Это не потому, что у меня столько историй, у всех столько историй. Нет, Но вот. все молчат. Вот, я к этому и подвожу. Это все-таки связано в силу характера, или ты сразу была уверена, что бесполезно в нашем обществе кому-то что-то говорить? Или просто характер у тебя был такой? С чем Нет, это связано? бесполезно. Во-первых, я считаю, что если человек молчит, это в первую очередь говорит о том, что у него нет доверительных отношений с матерью. То есть я считаю, что очень во многом виновата моя мать. Потому что если бы она по-другому воспринимала то, что я ей говорю, а не все время обвиняла меня во всех смертных грехах, то, возможно, мы смогли бы довести хотя бы вот эту историю с режиссером до какого-то, не скажу огласки, но хотя бы к нему пришли бы из милиции, побеседовали. Ну, надеюсь, по крайней мере. Но я понимала, что если я скажу маме, она скажет, это потому что ты шлюха в 17 лет. То есть ты думаешь, она тебе так сказала? А я знаю, что она так сказала бы. Она меня называла так лет с 8, наверное. Прям так? Ну, менее цензурно. А когда ты в Ленинграде была, она что говорит? Она очень мало застала в Ленинграде. Она практически сразу умерла. То есть там через 4 месяца, как я попала в Ленинград, ее не стало. Угу. Что говорила? Очень... ничего не говорила на самом деле, потому что я с ней перестала общаться за 2,5 года до ее смерти. И это было мое осознанное решение, потому что я понимала, что она меня разрушает. Своим контролем, своим мнением, своим неуважением, своей токсичностью, манипуляциями она меня уничтожает. И я поняла в какой-то момент, либо я, либо она. Я выбрала себя. Я встретила огромное осуждение. Как? Это же мать. Мать – это святое. Она тебя любит, она тебе все. Она тебе в музыкалку отдала, она тебя на танцы водила. Ребят, она водила меня на танцы не для того, чтобы я хорошо танцевала, а чтобы она могла сказать, моя дочь хорошо танцует. Это в меня, это мои гены. Она так и говорила. Все мои успехи были ее успехами. Все мои провалы были только мои провалы. Конечно, как бы вся эта ситуация имеет свои последствия, да. То есть на данный момент там, я 1,5 года лечусь от клинической депрессии. Ну, сразу оговорю, чтобы понимали наши зрители, что клиническая депрессия – это не когда ты рыдаешь, да, там грустный ходишь, там еще что-то. Очень часто она проявляется в перепадах состояния. То есть у тебя либо суперактивность, ты такой весь, из тебя лезут идеи, ты креативный, ты крутой, и ты воспринимаешь это, что вот, я такая и есть, я такая классная, меня сейчас прет, я сейчас горы сверну. А потом проходит, не знаю, там, от недели до часа, и ты проваливаешься в такую жопу, что ты просто лежишь и думаешь, блин, какая я дура, что я напридумывала, это какой-то такой бред, это никому не надо, я никому не нужна. И я не боюсь говорить об этом. Я считаю, об этом важно говорить, потому что психогигиена – это то, что стигматизируется, табуируется в нашей стране совершенно незаслуженно. То есть вещи, с которыми ты родился, да, есть наследственность. Вот если у тебя диабет, и ты принимаешь инсулин, то все нормально. А если у тебя клиническая депрессия, и ты принимаешь антидепрессанты, то ты псих. Нет. То есть ты можешь там говорить, да ничего, нормально, да я сейчас подбухну, ну и нормально, там, с подружкой поговорю, и все пройдет. Нет, то, что вы прячете в себя, потом вылезает в онкологию, в облысение, в псориазы и так далее и тому подобное, в аутоиммунные. У меня на нервной почве, как раз когда я уходила из Ленинграда, вот из-за этой вот всей жуткой совершенно манипулятивной ситуации, началось аутоиммунное заболевание. Что это такое? Это когда твой организм начинает воспринимать собственные клетки как враждебные. Мне ставили менингит, мне ставили рак крови, рак кости, болезнь Лайма, что мне только не ставили. Боррелиоз мне ставили, какой-то ужас. Потом в итоге, слава богу, я нашла специалистов, которые сделали мне, не знаю, там 7 пробирок крови взяли и сказали, у вас аутоиммунное. Это неизлечимо, но это не смертельно. Это можно контролировать поддерживающей терапией. Но как тебе кажется, сейчас что-то поменялось? Мир становится другим в России? Особенно? Я надеюсь. До сих пор
я читаю, к сожалению, в комментариях, да, там кто-то рассказывает свои истории, какие-то жуткие, совершенно чудовищные. И об инцесте, который вообще понять не могу. И о том, как кого-то домогалась, мне недавно рассказывали. Приехала девочка поступать из другого города в наш технологии дизайна, в Тряпку. И там каким-то из руководителей приемной комиссии был очень близкий друг ее отца. Ну, практически дядя, практически родственник, вхожий с ее там малолетства в семью. И вот она приезжает, и там папа ей говорит: дядя, там, Вася тебе поможет, да. Она приходит к дяде Васе, говорит: дядя Вася, я приехала поступать. Ну, ребенок, 17 лет человеку, девочка, ты ее знаешь там с рождения. Он говорит: ну, ты же понимаешь, что надо будет отсосать. Ну, и таких историй очень много. Но когда я вижу, когда кто-то рассказывает такие истории, я открываю комментарии, я встречаю там такой victim-шейминг жуткий, что она сама виновата. Наверное, вела себя как проститутка. Да, наверное, оделась, значит, неподобающе. Жертва всегда сама хочет, чтобы ее изнасиловали. Сучка не захочет, кобель не вскочит. О чем вообще она думала, когда ехала на дачу к режиссеру. Ну и so on, и так далее, и тому подобное. И я занималась этим вопросом. Я читала психологические исследования на этот счет. Victim shaming – это всегда страх. Это страх того, что это произойдет с твоей мамой, с твоей женой, с твоей сестрой, с твоей дочерью, с тобой, в конце концов, если ты женщина. И человек всегда ищет причину, а самое страшное в том, что причины нет. И если причины нет, значит, это может произойти с каждым, абсолютно, без исключений. Будь ты толстый, худой, красивый, некрасивый, стриженный под мальчика, стриженный под девочку, под пуделя, под енота, пофигу. Это может произойти с любым. Никогда нельзя оправдывать насилие. Оправдывая насильника, ты становишься соучастником. Скажи, пожалуйста, по поводу, вот ты затронула одежду, да? Угу. Вот это прям камень преткновения у всех. Угу. Вот женщина, вот если она оделась не так, значит она... А что значит так не так? Вот я хочу тебя спросить, что такое, вот, на твой взгляд, есть ли такое так не так? Нет такого так не так. Нет, его не существует. Вот у меня есть коты, да? Это сейчас очень простой пример. У меня есть коты. Если на столе лежит мясо, они знают, что нельзя. Если я перекладываю мясо на пол, ну, в кормушку или там на доску, они понимают, что можно. Если мужчина тупее кота, то он, конечно, будет говорить: да, она, наверное, не так оделась. Да, она, наверное... Как, если кот понимает, что мясо трогать нельзя, а мужчина не понимает, что женщину нельзя трогать? Нельзя трогать женщину, пока она не сказала: да, ты мне нравишься, я хочу с тобой там что-то там, да, там либо отношения, либо какого-то там одноразовую историю, еще что-то. Вот на это мужчины достают свой козырь. Вот сейчас. Вот сейчас вы, женщины, добьетесь того, что мы вообще к вам подходить не будем, и вы сами взвоите. А кто говорит не подходить? Подходите, но делайте это в цивилизованной форме. Ну вот, на твой взгляд, грань между флиртом и вот каким-то уже прям приставанием, вот личные границы для тебя? Давление. Если женщина говорит «нет», это «нет». Если она передумает, она тебе скажет. Проблема, в принципе, многих людей, не только мужчин, в том, что они не умеют понимать и принимать отказы. Да? Что произошло, например, вот почему мы так некрасиво расстались с Сергеем Шнуровым, несмотря на то, что я подготовила всю эту операцию, ну, очень задолго начала готовить, и даже ему вокалиста привела. И все равно он вот так вот среагировал в СМИ, и все равно он испортил мою деловую и человеческую репутацию. Почему? Потому что он не принимает слово «нет». То есть он не принял мою позицию, что я больше не хочу работать в этом коллективе. И вот этот «нет» в нем его задело его самолюбие. Такой мужской шовинизм. Конечно. Конечно. Как мне, баба, мне, царю и богу, сказала «нет». Слушай, ну вообще к отношениям на работе ты как относишься? Я против. Прям вот категорично. Я понимаю, что бывают ситуации, сердце не прикажешь, и так или иначе, там, когда ты все время там, с одним и тем же человеком видишься, сталкиваешься, и существует такой эффект, да, клетки с кроликами. Они же не по любви, а просто потому, что они вот, ну, все время в одном замкнутом помещении. Ну а если вот любовь пришла, ну вот ты 20... Пришла, ну что теперь? Значит, надо заканчивать работать с этим человеком. Надо разделять. Всегда.
Стараться. Это сложно. Вот я Сложно. Вот спорю с людьми, Сложно. потому что я не понимаю, вот если кто-то проводит 24 часа, есть же примеры. Есть же примеры, ну, как бы хороших таких вот дружных Ну, семей, конечно, которые есть. родили. Иосиф Пригожин, Валерия, например. Например, да. А если бы вот они тоже себе однажды сказали, нет, ни при каких обстоятельствах. У кого-то получается. У меня нет. Ну, конкретно ты против Ну, конкретно отношений я, вот я таких вот никого не романов? осуждаю. Хочу сразу подчеркнуть. Если, ребят, у вас получается, если вы никому не делаете этим больно, неприятно, и никто от этого не страдает, пожалуйста.